своих роликах я часто говорю о дошах, то есть о конституциях человека с точки зрения тибетской медицины. Ветер, желчь, слизь. Мои зрители попросили, ваш покорный слуга выполняет. В этом ролике вы получите фундаментальную информацию, которая вам в последующем может помочь ориентироваться и разобраться в концепции тибетской медицины ветра, желчи, слизи. Концепция 3 дош. Что такое доши с точки зрения тибетской медицины? Кто смотрит мои ролики, знает о том, что я часто об этом говорю, что тибетская медицина рассматривает организм человека не только как целостную систему, но и как психофизическую совокупность. То есть наша ментальная составляющая напрямую влияет на физику и наоборот. Эти вещи у нас взаимозависимы. Поэтому доши произошли из нашей ментальной части. Еще их называют 3 производными 3 ментальных ядов. Ветер – это страсть, желание, желчь – это гнев, и слизь – это омраченность. Корнем всего этого является неведение. Ну вот, в концепции тибетской медицины очень важное значение уделяет балансу 3 дош – ветра, желчи, слизи. Если они в гармонии, то считается, что наш организм работает правильно. И организм работает как целостная, саморегулирующаяся, самообновляющая система. Все механизмы, внутренние механизмы саморегуляции работают. Все мы разные. И каждый человек по-своему видит мир, по-своему реагирует на него. И почему так происходит? Далее я буду рассказывать характеристики людей, принадлежащим к 3 дошам. Ветер, желчь, слизь. Вы слушайте максимально внимательно, чтобы увидеть себя в одной из этих дош. Если по этим описаниям вы идентифицируете себя как человека, принадлежащего к определенной конституции, тогда мои ролики станут для вас более понятными и более эффективными. И, конечно, чтобы точно узнать свою конституцию, вы должны прийти к доктору тибетской медицины на пульсовую диагностику. Начнем с конституции ветра. Люди ветра – это тонкокосные, худые люди с тонкой, белой склонностью к сухости кожей. У них все утонченное. У них тонкие длинные пальцы, утонченный носик, утонченный подбородок. Даже лицо утонченное и симметричное. Им очень сложно набрать вес. И у этих людей в основном почти отрицательный индекс массы тела. То есть они могут быть очень высокими, при этом очень худыми. Психоэмоциональные характеристики людей ветра. Подвижные, эмоциональные, чувствительные люди. Их мозг работает и потребляет энергию 24/7. Это очень тревожные, беспокойные люди. Они чувствуют нутром и кожей все. Я всегда говорю, что эти люди, если будут развивать свою интуицию, они могут ее развить вплоть до ясновидения. В их жизни мало устойчивости и удовлетворенности. Им очень сложно сосредоточиться на чем-либо, достичь цели. Им кажется, что хорошо там, где их нет. Сделав изменения в своей жизни, все повторяется заново. Им очень сложно найти покой. Радость может смениться печалью даже при небольшой неприятности. У этих людей, людей ветра, очень сильные эмоции. На пределах шкалы эмоций. Всегда. В них нет внутренней весомости. Поэтому внешние факторы их увлекают то в одну, то в другую сторону. Им очень сложно найти покой. Но не все так плохо. Люди ветра, находясь в своем гармоничном состоянии, они могут быть решительными и удовлетворенными. И казалось бы, их эмоциональность, чувствительность, нарушающие качество их жизни, в то же время им дает возможность, способность почувствовать многие аспекты жизни, почувствовать те вещи, которые другие люди не ощущают. Они могут смотреть в будущее, они могут чувствовать тренды, они создают тренды. Они обладают невероятной гибкостью ума. Их творческий потенциал безграничен. Я могу сказать, что именно люди ветра, наверное, двигают прогрессом нашего мира. И вот, вы сейчас смотрите ролик и спрашиваете себя, возможно, я тревожный человек, беспокойный, чувствительный, но я не дрищ. Здесь есть нюансы, о которых я расскажу позже. Следующая конституция – желчь. Это люди правильного телосложения, с развитой мускулатурой, стройные, атлетичные, с немного смуглой кожей, очень выносливые, взрывные, спортивные. Им не доставляет большого труда набрать вес, также и похудеть. Это очень целеустремленные люди. Вижу цель, не вижу препятствий. Идут напролом. Люди желчи – это лидеры, эгоисты.
и в какой-то степени даже нарциссы. Они очень дисциплинированные. Многие перфекционисты – это люди именно конституции желчи. Огонь в них воодушевляет и возбуждает, то они всегда готовы на действие. Эмоционально это очень резкие люди. Они могут обидеть, при этом даже не задумываются, что они обидели кого-то. В них очень важно их мнение. В спорах победить человека конституции желчи очень сложно. Люди желчи, они борцы за справедливость. При этом их эмпатия не сильно развита. Поэтому они могут задеть, ранить, обидеть человека. Но они будут идти до конца за то мнение, которое они сложили у себя в голове. Они очень тактильны, у них очень сильно развито телесные ощущения. Поэтому они любят объятия, ласки. Люди конституции желчи – это люди, которые способны создавать и давать толчок процессам на любом уровне. При этом они всегда завершают то, что начали. Люди желчи в основном себя реализуют в спорте, политике, в бизнесе. Я смотрел сериал «Последний танец» про Майкла Джордана. Вот персонаж этого сериала в лице Майкла Джордана – типичный представитель желчи. Для того, чтобы выиграть матч, ему нужно было всегда найти в команде соперника раздражителя, человека, с которым он соревнуется. Если он находил этого раздражителя, конечно, за матч он его унижал, тем самым его команда побеждала. Вот люди желчи – это эгоисты, как я говорил, да? Даже нарциссы, но они очень любят конкурировать. И они всегда в основном выходят победителями. И здесь еще одна маленькая характеристика есть. Даже если вы в команде человека желчи, вы находитесь под его прицелом. Он будет вас всячески унижать, давить, но при этом он получит от вас отдачи. Вы сделаете то, что, возможно, вы даже не представляли. То есть вы прыгнете выше своей головы. Они умеют людей за собой вести. Например, из современных людей это Криштиану Роналду. И третье, конституция слизи. Это крупные, ширококосные люди с развитой подкожной жировой прослойкой. Люди слизи склонны к набору веса. Они едят очень мало, при этом могут набрать вес. Особенно женщины всю жизнь борются с килограммами. Психоэмоциональная характеристика людей слизи. Это очень медлительные, неторопливые, спокойные, не очень чувствительные люди. Без веского повода энергию на движение тратить не станут. Движение и спорт, они к этому склонны очень, но они этим не занимаются. С виду люди слизи – это такие добряки, медлительные, довольствуются малым, но при этом они по своей природе интриганты. Они любят плести интриги, но их чувство эмпатии тоже развито. Они умеют сочувствовать другим людям, они умеют входить в положение других людей, они очень много помогают другим людям. Если бы не было людей слизи, то вся тонкая, кропотливая работа некому было бы ей заниматься. Потому что это не нужно людям ветра. Потому что они не могут сидеть на одном месте долго и все время делать какую-то вещь. А людям желчи это вообще не нужно, потому что у них возвышенные цели. Уравновешенность воды у людей слизи дает им возможность мириться с разными ситуациями. Причем без большого напряжения и для себя, и для окружающих. Эти люди очень спокойные, добрые, позитивные и умеют делать так, что рядом с ними другим людям чувствуется хорошо. А чувство радости и удовлетворения – это их природа. Вот, прослушав характеристики людей 3 доши, вы, наверное, нашли в каждом что-то от себя. И думаете, доктор Жимба, яснее вообще не стало. Это происходит потому, что с точки зрения тибетской медицины в человеке присутствуют все 3 доши – ветер, желчь, слизь. Я же вначале сказал вам, что здоровье человека характеризуется балансом 3 дош. Но при этом в нас может преобладать одна из 3 дош, например, ветер, тогда вы человек конституции ветра. Или 2 из 3 дош, например, ветер, желчь, тогда вы конституции ветер, желчь. Или все 3, это бывает очень редко. Вот я, например, человек конституции ветер, желчь. Но ветер, желчь у меня практически 50 на 50, так скажем. Поэтому я очень эмоциональный, чувствительный, тактильный, как желчь, да. Ну и немного эгоист и страдаю тоже нарциссизмом. Дальше я расскажу, как жить в гармонии со своей дошей. Для этого мы должны соблюдать вот несколько вещей. Первый – режим питания. Второй – вода. Третий – сон. Четвертый – спорт.
И пятое – эмоциональный баланс. Здесь я очень кратко расскажу. Больше я рассказываю практически во всех своих роликах. Вы можете все ролики мои посмотреть и услышать для себя что-то полезное. Первое – это люди ветра. Это люди, обладающие не самым лучшим аппетитом. То есть им не всегда хочется есть, а им нужно есть 3 раза в день. Как раз вот это то, что я говорю все время. Регулярность питания, завтрак, обед, ужин очень важно. Это для людей в основном ветра, да. Им можно даже и 4 раза есть. Очень важно в рационе всегда иметь жиры и белки. Второе, по воде. Им нужно пить воду 1,5-2 литра в день обязательно. У них сухой организм, сухое тело, сухая кожа. Им надо всегда насыщать водой. У них обезвоженное тело. В силу их эмоциональности, постоянной траты энергии. Им подходит спорт, который их замедляет. Это легкие кардионагрузки во второй пульсовой зоне, я об этом говорил. Всевозможные йога, пилатес, китайская гимнастика, цигун, тайчи. Все это для людей ветра очень хорошо подойдет. Им нельзя такие соревновательные виды спорта, которые их, наоборот, возбуждают. По эмоциональному балансу, это, конечно, их ахиллесовая пята, так скажем. Им обязательно нужно заниматься медитациями, дыхательными практиками. Все это у меня есть на канале, посмотрите. Люди желчи – это люди, которые любят поесть. Они любят мясо, рыбу, острые продукты, жирные продукты. Им, наоборот, нужно больше в еду, свой рацион питания добавлять зеленые овощи, зелень, фрукты, углеводы сложные в основном. Им обязательно нужно соблюдать регулярность питания. 3-разовое питание. В 8 утра завтрак, час обед и в 6 вечера ужин. Я уже говорил, что они склонны к набору веса. Если они будут переедать, они обязательно будут набирать вес. По воде им тоже обязательно нужно пить много воды. 1,5-2 литра, а то и больше. Потому что огонь все время требует воды. И перед каждой едой пить горячую воду – это в основном для людей желчи. Спорт. Людям желчи про спорт много говорить не нужно, потому что им подходят все виды спорта, но не забывайте тянуться. Потому что людей желчи со временем, с годами, с возрастом соединительная ткань становится менее эластичной, а их начинает скукоживать. Про эмоциональный баланс. Для людей желчи, конечно, терпение – это первое, что мы должны воспитывать. Это к нам напрямую относится. Если мы воспитаем в себе терпение, то эмоциональный наш фон, конечно, намного лучше станет. Поэтому медитации, дыхательные упражнения и вообще философское размышление и понимание, что нирвана, то есть покой, не где-то там, не нужно его искать за Гималайскими горами. Оно находится внутри нас, дает большую пользу для спокойствия людей желчи. И люди слизи, питание. Я уже говорил, что эти люди могут питаться немного, но при этом прибавлять в весе. Это происходит не из-за еды, а из-за отсутствия движений. Потому что эти люди не любят двигаться. Вам нужно в режиме питания, можно 2- или 3-разовое максимальное питание. Лучше, конечно, 2-разовое. Завтрак где-то до 12, обед, ужин часов 6. Потому что люди слизи любят спать еще. Они долго спят, просыпаются всегда после 10. Себя, чтобы не насиловать утренним завтраком, можете 2-разовое питание придерживаться, ничего страшного. Уберите из продуктов все слизеобразующие продукты. К ним относятся все виды выпечки, булочки, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, пряники, печенье. Все это убрать полностью. Сладости уменьшить. Больше овощей, больше продуктов, которые содержат сложные углеводы. Ну и, конечно, белки тоже. Но жиры, люди слизи любят жиры, поэтому жиры уменьшать нужно. Насчет воды. Людям слизи воды не так уж и важно много пить. 1,5 литра достаточно. Перед каждой едой горячую воду. Это тоже вам очень полезно, чтобы не застаивалась слизь. Вам нужно двигаться много. Себя заставлять двигаться. Ходьба – это уже движение для людей слизи. Всевозможные кардионагрузки, игровые виды спорта, фитнес, зал, качалка, спорт с отягощением. Если вы хотите набрать вес, стать бодибилдером, у вас есть все шансы. Но если этого не хотите, вам лучше этим сильно не заниматься, потому что вы склонны к мышечной массе, к развитию мышечной массы. Насчет эмоционального баланса, мне до людей слизи далеко. Я не могу дать совет никакой. Предвкушаю ваш вопрос. Конституция человека
в течение жизни не меняется. Мы с этой конституцией рождаемся. Это наша данность, это наша природа. В тибетской медицине есть такое выражение. Подобно тени, пока мы живы, нас преследует наша природа. Она от нас не отстает. Да? Конечно, в течение жизни происходит всякое. Поэтому нашей доши приходит дисбаланс. И из-за этого человек конституции ветер, если он очень постарается, может выглядеть как слизь внешне. При этом его внутренняя природа остается ветром.